Привет, друзья! Вы на канале Готовим просто, вкусно и быстро. Сегодня хочу поделиться идеями приготовления блюд из фарша, которые можно приготовить и в будний день, и на праздник. Первым блюдом будет рулет в горчичном соусе. Готовится все просто, а результат вас удивит, уж поверьте. Беру фарш, он может быть любым. У меня куриный. Булочку вымачиваю в молоке и добавляю в фарш. Солю. Перчу. Добавляю кавказские травы. Это не принципиально, берите какие любите. Любая свежая зелень, лук, я его предварительно обжарила. Фарш хорошо перемешиваю и отбиваю. Противень смазываю маслом, выкладываю на него фарш и придаю ему форму батона. Смазываю его маслом и ставлю в разогретую до 220 градусов духовку на 20 минут. Если у вас фарш свиной или говяжий, то время выпечки увеличьте. Пока запекается фарш, приготовлю для него обмазку. Кладу в миску сыр, панировочные сухари, сухую горчицу, любую зелень, мускатный орех, пряные травы, перец, орегано. Можно просто взять прованские травы. Все хорошо перемешиваю. Далее беру белок одного яйца, взбиваю его до устойчивых пик. Всыпаю в него подготовленную смесь, перемешиваю. Можно сделать наоборот, но от этого ничего не изменится. Достаю из духовки мясо и обмазываю его подготовленной смесью. Ставлю в духовку еще на 10 минут, чтобы образовалась румяная корочка. Готовый рулет перекладываю на сервировочное блюдо, украшаю и подаю к столу. Кстати, подать его можно как горячее блюдо или холодное в качестве закуски. И так будет вкусно. Смотрите, какое оно сочное. А какое вкусное! Вот вроде ничего лишнего, а за счет обмазки блюдо приобретает необычный вкус. Попробуйте приготовить, вам обязательно понравится. Следующее блюдо готовится в лодочках с фольги. Просто и оригинально. Сначала я подготовлю все продукты. Беру куриный фарш, добавила туда лук и чеснок, солю его, перчу. Добавляю немного молока. Если нет молока, то добавьте водички. Так фарш будет более сочным. Жидкость вводите постепенно, чтобы не переборщить. Фарш хорошо вымешиваю, отбиваю, пока уберу. Натираю на крупной терке картофель. Слегка его солю и отжимаю. Жидкость сливаю. Грибы нарезаю мелкими кубиками. Продукты подготовила. Беру фольгу, буду делать из нее лодочки. Разрезаю ее на ровные квадратики. Я делаю фольгу в 2 слоя, так как она очень тонкая. И вот таким способом делаю лодочки. Можно взять любую форму, а можно сделать лодочки и так без нее. Подготовленные лодочки ставлю на противень и начинаю заполнять их. Слои можно расположить в любом порядке, как вам больше нравится. Первым слоем выкладываю картофель, смазываю его сметаной, далее выкладываю фарш. Лодочки слегка можно расширить, чтобы было удобно их заполнять. Фарш тоже смазываю сметаной. Третьим слоем выкладываю свежие грибы. Отварить или обжаривать предварительно их не обязательно, они и так хорошо приготовятся. Грибов не жалейте, они дают аромат и сочных. Их тоже смазываю сметаной и еще поливаю молоком. Если нет молока, то можно полить бульоном или водой. 1 чайной ложки будет вполне достаточно. Далее опять выкладываю фарш. Смазываю сметаной, на него кладу остатки картофеля. Но можно этого не делать, а посыпать сыром за 1-2 минуты до готовности. Картофель смазываю сметаной и вливаю в каждую лодочку по 1 чайной ложке бульона для сочности. Посыпаю сухим укропом. Мне нравится его аромат, вы можете этого не делать. Подготовленные лодочки ставлю в разогретую духовку до 220 градусов на 30 минут. Время регулируйте сами. Все готово. Достаю лодочки из духовки, выкладываю на тарелку. Их можно вынуть из фольги, а можно оставить так. Посыпаю зеленью и подаю к столу.
Получились они очень сочные и вкусные. Картофель и грибы приготовились. Третьим нашим блюдом будет рулет с начинкой. Его также можно подать как в холодном, так и в горячем виде. Кстати, с начинкой можете поэкспериментировать. Для начала подготовлю все продукты. Первое, что я делаю, это шинкую лук мелким кубиком, примерно полмиллиметра. Немного его солю, перемешиваю, добавляю чайную ложку лимонного сока, опять все перемешиваю и убираю. Беру картофель и нарезаю его также мелким кубиком, вот так. Выкладываю в посуду, немного солю. Теперь займемся фаршем. Я беру фарш из филе куриной грудки. Можно приготовить фарш из любой куриной части. Солю, перчу. Я добавила в фарш желток, но можно этого не делать. Натираю сюда на мелкой терке зубчик чеснока. Добавьте в фарш немного воды или молока для сочности. 2-3 столовых ложек будет вполне достаточно. Беру противень, кладу на него пленку, слегка смачиваю ее и руки водой. Выкладываю фарш и равномерно распределяю его по всей поверхности. На фарш выкладываю лук. Затем картофель. Смазываю все сметаной. Бока подворачиваю для того, чтобы не вылезала начинка. Аккуратно сворачиваю в рулет. Противень смазываю подсолнечным маслом и выкладываю на него рулет. Отправляю его запекаться на 180 градусов на 20 минут. И плюс еще 10 минут при температуре 220 градусов. Всего на приготовление этого рулета ушло 30 минут. За 1-2 минуты до готовности вынимаю рулет, посыпаю его натертым сыром и украшаю сметаной. Отправляю в духовку и даю сыру немного расплавиться. Все готово. Можно подавать к столу. Нарезая его рулетиками, как я уже сказала, можно подать его в качестве горячего или в качестве закуски. К нему можно приготовить сметано-чесночный соус или подать кетчуп.